Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Приятного вам просмотра! Сейчас утро, я только встала, взвесилась. Сегодня 4-й день выхода из лечебного голодания. Вес продолжает падать, минус 150 грамм, 45 килограмм 50 грамм. Сейчас я умываюсь, протираю лицо тоником уже от особой серии. Ну, как всегда, мне этот тоник очень нравится. Он прям суперский. Хорошо так освежает. В общем, очень-очень нравится. Давно им пользуюсь. Ну, иногда вербена от Faberlic. Вот, наверное, следующий поставлю. Включила свет. И теперь буду наносить свой любимый тонер от Novasweet. Так, тонер нанесла. И теперь крем Карина от Фабрики Свободы. Я его просто переложила в другую баночку. Под глаза от бабки Агафьи, но это как основа. Потому что, по идее, нужно патчи еще нанести. Но мне сейчас с собакой гулять не буду ж я сразу в патчах идти. Тем более, ну, как бы у нас пасмурно, очки не нацепишь на себя. Поэтому сейчас приду и будут патчи. Пока как сыворотка вот этот крем. Можно было, конечно, не умываясь пойти, а потом умыться, нанести. Ну ладно. Посмотрим, как так будет результат. Пока впитывается. Ну вот после я нанесу Nivea. Мы уже гуляем с ушастым, у нас пасмурная погода, но в целом комфортно. Ушастик. Ну вот вышли, погуляем сейчас. Я вот так вот оделась, ну не холодно, нормально, но единственное, что был дождик, люди на работу едут. Дождик было, нужно резиновые сапоги, конечно, но я что-то не хотела носки, вот, и так далее, поэтому так. Уже идем домой, нагулялись. Ну, собак тоже много, он как-то на все реагирует так. Сначала я выпила воды перед прогулкой, сейчас у меня вода, салат, капуста, морковка и 1 финик. Ну, это как бы, будем считать, второй завтрак. Сейчас вот патчи достала, такие, с Wildberries. Баночка классная, симпатичная. Открыла их уже. Так, патчи нанесла, посидела 5 минут. Теперь они прочно на своем месте, не сползают. И сейчас я их уберу сюда. В холодильнике храню, там же, где и все остальные маски. Так, выжимаю сок. Сегодня буду уже меньше разводить. Ну вот, завтрак, сок, кусочек поджаренного хлеба и каша. Это еще первый кусочек от буханки, который я мучаю. Сейчас буду варить суп, чтобы быстрее дело было. Я замороженные овощи просто сперва в кастрюльку положила. И сейчас переложу в суповарку. Ну, так быстрее. Хотя можно и сразу. Овощи уже в суповарке. Здесь нет никаких специй и даже нет трав. Чисто овощи. Так, ну и суп готов. Надо сказать, что я перестраховалась, налила больше воды, хотя можно было поменьше. Он, конечно, не очень. Но ничего, я его спокойно съем. Вот.
потому что надо потихоньку продукты вводить. Иду гулять. Она взяла рюкзак с пуантами. Тут у меня яблоки. Это мне соседка подарила, подружка, с дачи. Сейчас буду мыть сливы, убирать косточку и варить варенье, потому что я до того, как села на лечебное голодание, поела сливы, потом заморозила, ну и будет неплохо немножко варенья сварить. Ну, сколько получится. Так, лук купила в Верном. Кефир завтра уже пригодится. Он у них хороший. Кабачки были по вменяемой цене, сахар на варенье как раз таки. Огурцы тоже была нормальная цена, и помидоры недорогие. Гречку для собаки. Вот чек, кому интересно, ставьте на паузу. Смотрите, знаю, многим интересно. Сливы все отделила от косточки, положила в кастрюльку. Да, маловато будет. Сахар поместился не весь. У меня есть тазик, в котором мама варила варенье, он на антресоле. А там тяжелая сумка, я могу до 20 килограмм поднять, но сейчас я не могу, поэтому придется выкручиваться. Я поняла, что на яблочный джем у меня нет сахара, поэтому переоделась вся такая в клеточку и иду в пятерочку в ближайшую. Вот так вот у меня и рубашка в клетку, и штаны, в общем-то, и сапожки. Так, уже и рюкзак. В общем, сейчас побегу в магазин. Сходила я в магазин, а когда пришла, у нас был сломан лифт. Ну, а поскольку сейчас мне достаточно тяжело подниматься по ступенькам, но силы-то уже возвращаются, но все равно. И пока больше 2-3 килограмм поднимать нельзя. Понятное дело, что я поднимаю, как я говорила, все равно 10 вместо привычных 20. Но представляете, как на предпоследний этаж было весело подниматься. Ну да ладно, завтра починят. Просто мы не сообразили, вызывая аварийку, соврать. Потому что там были приоткрыты двери, и можно было сказать, что там человек застрял. Ну а, соответственно, когда бы приехала бы аварийка, там никого бы не было, но была приоткрыта дверь, так что мы бы типа не соврали. А так ждать до утра. Поэтому еще с собакой пришлось. Ну да ладно, значит, что я купила? А купила я 5 килограмм сахара, за которым, в общем-то, и шла. Но я посмотрела и увидела, что на кабачки вообще шикарная цена. То есть дешевле, чем в Верном. Поэтому вот я взяла кабачки. Ну и еще вот тут вот у меня. Ну, потому что мне это сейчас актуально, и, соответственно, как вы понимаете, сезон заканчивается, и дальше кабачки будут уже стоить гораздо дороже. И сейчас-то, в общем, бывают дни, когда они по 89, а мне на них достаточно долго еще, так сказать, сидеть. Также заходила в Wildberries, забирала свой любимый дезодорант Adidas. Вот как можно так клеить наклейку? Это, конечно, вообще полное безобразие. Вот зачем они это сюда приклеили? Ужас. Ну и раз уж я была в магазине, то еще взяла одну упаковку муки, так как печь я люблю. Для меня это еще одно хобби, поэтому вот такие были у меня покупки. Сейчас буду убираться. Сначала помою посуду. Прошу прощения за бардак. Хотя, в принципе, можно и не просить, потому что, кто смотрит видео постоянно, знает, что у меня, как правило, всегда убрано. Но все эти дни у меня сил было на самое минимальное: погулять с собакой, по необходимости сходить в магазин, провести занятия. Когда приходила, я вот и овощи здесь складывала. Короче,
Сейчас все это исправим, потому что это первый день, когда у меня появились силы, такие прям основательные. И, естественно, я этим воспользуюсь. Я даже решила, что сегодня лягу, в общем, убираться буду до часу ночи. Это как бы нормально, не критично. Потому что зато я сейчас уберусь, а завтра уже будет нормальный день, привычный для меня. Вот, потому что я не люблю грязь, меня это еще прям напрягает. Поэтому сейчас посуда сначала. Перебираю яблоки, вот эти в корзине еще могут полежать. Здесь с бочками это на джем. И поесть отобрала. А у меня небольшие перестановки. Я, как видите, убрала с поверхности подставку для ножей, потому что пользуюсь по факту, во-первых, одним ножом, и во-вторых, нет смысла. Конечно, цвет красивый, подходит к кухне, но я решила убрать, потому что вот многие заметили, что у меня и на раковине стоят только вот эти горшочки с икеевской зеленью и аромат для дома. Это вообще просто парфюм, но я его приспособила как парфюм для кухни. И вообще для квартиры. Я считаю, что мне как бы это больше нравится. Не люблю, когда стоит вот все. Губки, прочее. Это у меня всегда в шкафу убрано. Вот. И также отсюда я убрала кофеварку. Сейчас покажу, куда я ее поставила. А это вот ростер. Он у меня стоял совершенно в другом месте, но рядом со столом. Но дело в том, что там у меня розетка, тройник, в который включен свет, вот точно такой же, как здесь, верхний. И морозильник. И там есть еще два отверстия для USB, еще обычная розетка. Но дело в том, что у вот этих всех приборов вилки такие, которые достаточно сложно вставляются, по крайней мере, не очень-то легко, и, соответственно, вынимаются. И если я буду туда-сюда выключать, то я рано или поздно просто розетку-то расшатаю, потому что я не люблю оставлять включенными приборы. У меня только вот, естественно, холодильник, морозилка работает. И, соответственно, всегда возникала проблема с тем, чтобы сделать там какой-то горячий бутерброд, а здесь уже проблем таких не будет, что очень радует. И, соответственно, суповарка и мультиварка здесь остались. Вот, в принципе, мне даже так нравится больше. Я не люблю нагромождение, но вот здесь нормально. Вот здесь вот у меня. А на морозилку я поставила кофеварку. Здесь, в принципе, нормально она будет. Потом поставила соковыжималку, возможно, временно, сейчас просто необходимость выжимать соки, а когда необходимости не будет, посмотрю, буду пользоваться, не буду, потому что у меня для бытовой техники отдельный шкаф, потому что я люблю всякую технику, но не каждый же день она нужна. И пока поставила тостер, потому как тоже сейчас есть в нем необходимость. Так-то я не знаю, буду пользоваться или нет. Опять же, всегда можно убрать. Но пока что так. Может быть, что-то другое достану. Но это на данный момент лучше. А вот эта штука, это измерять давление, но я как бы редко измеряю, но как подставка для смартфона очень даже неплохо. И, соответственно, здесь я могу теперь спокойно подключать там вафельницу или еще что-то такое. У меня просто много таких приборчиков прикольных. Возможно,
найду место еще для омлетницы, которая у меня есть, но она, правда, красного цвета, другого не было. Ну, я как-нибудь попробую сделать в ней, когда мне уже будет можно есть яйца, я там попробую сделать что-нибудь такое и вам покажу. Ну и посмотрим, прижмется или нет. Тут у меня варенье. Оставлю его до утра. Конечно, в банке положено горячим наливать, но, во-первых, я пока еще не искала банки, ну и, в принципе, ничего страшного. А вот здесь у меня как раз стоял, где DVD, стоял ростер. Ну, а я, опять же, не люблю нагромождение, и мне кажется, что так лучше. Добавила вот вазу с герберами. В общем, нормально. Ну, а здесь все как всегда. Завтра буду разбираться с кабачками, яблоками и морковью. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.